31 декабря, 23 часа 45 минут. Морозный воздух обжигал легкие, а снежинки, кружась в свете уличных фонарей, создавали почти магическую атмосферу новогодней ночи. Ирина поправила воротник норковой шубы, подаренной мужем всего несколько часов назад на корпоративе, и села в их новенький BMW X5. Юрий, ее муж, уже устроился за рулем, слегка покачиваясь после выпитого шампанского. «Может, я поведу?» — спросила Ирина, с тревогой глядя на мужа. «Не выдумывай, дорогая». «Я в полном порядке», — отмахнулся Юрий, заводя двигатель. Они выехали с парковки бизнес-центра, где проходил корпоратив компании Юрия. Снегопад усиливался, превращая дорогу в белую пелену. Ирина нервно теребила ремень безопасности, замечая, как машина слегка виляет по пустынному шоссе. Часы показывали 23 часа 57 минут, когда это случилось. Темная фигура внезапно возникла перед машиной. Визг тормозов. Глухой удар. Крик Ирины. «Господи! Юрий, мы кого-то сбили!» Ирина в ужасе выскочила из машины. «Стой! Не выходи!» Но было поздно. На снегу, медленно окрашивающемся в красный цвет, лежал мужчина средних лет. Ирина опустилась рядом с ним на колени, пытаясь нащупать пульс дрожащими пальцами. «Он мертв, Юрий», — прошептала она, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Тихо, тихо. Нам нужно подумать», — Юрий нервно оглядывался по сторонам. В этот момент вдалеке послышался бой курантов. Наступал Новый год, который навсегда изменит их жизни. Но они еще не знали, что это была лишь первая часть тщательно продуманного плана. 1 января, 0 часов 15 минут. Следующие минуты превратились в кошмарный сон. Юрий, неожиданно собранный и решительный, несмотря на алкоголь, быстро оценил ситуацию. «Если мы сообщим в полицию, меня посадят. Я был за рулем, я выпил. Ты этого хочешь? Но мы не можем просто». Ирина задыхалась от ужаса. «Можем и должны. Ради нашего будущего», — его голос звучал странно спокойно. Они завернули тело в брезент из багажника и погрузили его в машину. Ирина действовала как в трансе, не веря в реальность происходящего. Юрий направил машину в сторону заброшенного промышленного района. Метель заметала следы, словно сама природа помогала скрыть их преступления. Они остановились у старого заброшенного склада. «Здесь никто не найдет», — произнес Юрий, вытаскивая тело. «Помоги мне». «Я не могу. Я просто не могу», — Ирина рыдала, но все же помогала мужу. Когда все было кончено, они вернулись домой в гробовом молчании. Ирина сразу заперлась в ванной, пытаясь смыть с себя невидимые следы преступления. Юрий методично оттирал багажник. 1 января, 10 часов 30 минут. Звонок в дверь раздался, когда они пытались сделать вид, что завтракают. Ирина вздрогнула так сильно, что опрокинула чашку с кофе. «Я открою», — спокойно сказал Юрий. На пороге стоял человек в штатском, но его выправка выдавала в нем сотрудника правоохранительных органов. «Здравствуйте. Майор Соколов. Можно войти? У меня несколько вопросов касательно происшествия этой ночью». Ирина почувствовала, как земля уходит из-под ног. Как они узнали? Кто мог видеть? Последующий разговор превратился в изощренную пытку. Майор задавал, казалось бы, безобидные вопросы о том, где они встречали Новый год, во сколько вернулись домой, какой дорогой ехали. Его взгляд, спокойный и изучающий, словно проникал в самую душу. «Странное дело», — говорил он, — «камеры наблюдения на том участке дороги почему-то не работали именно в это время. Удивительное совпадение, не находите?» После его ухода Ирина рухнула в кресло, дрожа всем телом. «Они знают, Юрий. Они все знают. Успокойся.
Они ничего не могут доказать. Юрий был подозрительно спокоен. Следующие дни превратились в бесконечный кошмар. Ирине казалось, что за ними следят. Каждый телефонный звонок, каждый стук в дверь заставлял ее сердце останавливаться. Юрий становился все более отстраненным, подолгу разговаривал по телефону шепотом, запершись в кабинете. Однажды утром она обнаружила в почтовом ящике конверт без обратного адреса. Внутри была фотография их машины той ночью. На снимке четко виднелся номер. «Кто-то шантажирует нас!» В панике воскликнула она. «Я разберусь», — ответил Юрий, забирая конверт. 5 января. Ирина начала замечать странности в поведении мужа. Он часто отлучался по срочным делам, а однажды она увидела, как он прячет какие-то документы в сейф, когда думал, что она спит. В банке ей отказали в доступе к их совместному счету. «Технические проблемы», — объяснили ей. Но что-то подсказывало, это не случайность. 7 января. Развязка наступила внезапно. Ирина проснулась от странного шума в доме. Спустившись вниз, она увидела 2 полицейских и майора Соколова. «Ирина Сергеевна, вы задержаны по подозрению в убийстве». В этот момент в комнату вошел Юрий. Но это был другой человек, уверенный, с холодной улыбкой на губах. «Прости, дорогая, но ты сама во всем созналась». Он достал телефон и включил запись их разговора, где ее голос, искаженный страхом, говорил о той ночи. Картина начала складываться. Камеры были отключены заранее. Случайный прохожий оказался подставным лицом, инсценировавшим аварию. Все было спланировано до мелочей. «Зачем?» — только и смогла прошептать она. «Ты же хотела большой дом, дорогую машину, шубу. Это все стоит денег. Наш общий бизнес, который формально на тебе. Теперь он только мой. И знаешь, Вера давно мечтала о доме в Испании». Он говорил спокойно, будто обсуждал погоду. Последний кусочек мозаики встал на место. Вера, его секретарша, с которой он якобы работал допоздна последние полгода. Ирина даже не сопротивлялась, когда на нее надевали наручники. В ее голове звучал бой курантов той роковой ночи, навсегда изменившей ее жизнь. Через час Юрий уже сидел в самолете, направляющемся в Барселону, где его ждала Вера. На его телефоне высветилось сообщение от майора Соколова: «Дело закрыто». Как договаривались. Он усмехнулся и заказал шампанское. Спустя месяц в камере следственного изолятора Ирина получила письмо. Дрожащими руками она открыла конверт. «Дорогая Ирина, это письмо ты получишь, когда я буду уже далеко. Знаешь, я планировал это 2 года. Каждую деталь, каждый шаг. Твоя подпись на документах о передаче мне всех прав на бизнес, твое молчаливое согласие спрятать тело, твой страх и паника — все сработало идеально. Надеюсь, тюремная библиотека хорошая, у тебя будет много времени для чтения. Твой любящий муж, Юрий». Ирина смяла письмо и впервые за все это время улыбнулась. Они не знали главного, у нее был туз в рукаве. В ту ночь она все записала на телефон, который спрятала у старой школьной подруги. Теперь оставалось только ждать.